Эта история началась в 2021 году, когда мы впервые остановились в съемном лесном домике. Много что началось именно в тот год, и это стало странным трансформационным временем и началом пути к новой мечте. Как символично, что мы пришли к ней почти день в день ровно через 4 года, в самом конце зимы, прямо перед моим днем рождения. Притом произошло все очень быстро и неожиданно, когда мы уже почти бросили все затеи, забыв и потеряв изначальное желание в своих мечущихся решениях, сомнениях и обстоятельствах. А желанием этим было сделать лес своим домом. И пока желание оставалось лишь желанием, я искала все больше новых причин и поводов возвращаться туда. И каждый раз, когда пейзаж за окном машины менялся с бесконечных бетонных построек на леса и поля, меня наполняло чувство, которое невозможно чем-либо заменить. В тот год я обновила свою камеру и начала использовать каждую поездку для того, чтобы забирать частицы этих мест в видеоформате в свою комнату в городской квартире и продлевать этот опыт и ощущения, создавая позже видео, которые дарили мне то драгоценное чувство пространства и свободы. Время шло, и с каждым годом все больше видов деятельности связывали меня с природой, и все меньше с городом, что заставляло меня чувствовать себя как в клетке, а стены давили каждый день. Ведь я постоянно была далеко от того, что любила. И еще хуже было осознавать, что это расстояние сдерживало весь потенциал моего симбиоза с природой. Так постепенно к съемкам, прогулкам и кострам в зимние периоды добавились купания в проруби в окружении лесов. И это не только само по себе очень классное мероприятие, оно также открыло много возможностей. Например, окунуться где-нибудь в Норвегии в ледяное горное озеро или реку с водопадом, что увеличивает силу впечатления раз так в 100. А еще зимой, как только приходят морозы, мы не упускаем возможности покататься на коньках на диком льду лесных озер, что до сих пор для меня является одним из самых волшебных опытов. Когда твой потолок — это небо, стены — деревья, а искусственный лед — озеро. И единственный звук, нарушающий тишину — звук лезвий, врезающихся в лед, и стук дятла где-то вдалеке. А еще свежий морозный воздух и греющее зимнее солнце. Это совсем не то же самое, что городской ледовый холл. А когда заходит солнце, время разжечь костер, чтобы согреться и приготовить что-нибудь съестное. И еще, как в этот раз, поиграть уходящему солнцу на ирландской флейте. Кстати, впервые в жизни я взяла эту флейту в руки тем утром, так что не судите меня строго. А с середины лета и осенью в нашу жизнь постепенно внедрилась охота на грибы. А, кстати, началось все с потерявшегося в лесу дрона, и тогда я еще совсем не разбиралась в грибах. Сейчас все уже намного лучше, и я просто обожаю пропадать в лесах в поисках съедобных грибов, настолько же, насколько восхищаться красотой несъедобных и окружающим лесом, и ловить на себя утренние лучи уже такого нежного осеннего солнца. И можно в этом видео я не буду упоминать горести вхождения в паучьи ловушки, которыми заполнены летние леса, потому что, как бы неприятно и ужасающе для меня это ни было каждый раз, меня это не сумело остановить. И еще теперь вот уже как год назад весной в мою жизнь пришли птицы.
Как это со мной и бывает обычно, внезапная сильная мысль посетить птичий раздел Музея природы постепенно сама собой привела меня к покупке телеобъектива и освоению тонкостей фотоохоты на птиц, что открыло для меня целый новый, неизведанный и очень интересный мир, и еще больше поводов возвращаться в леса, исследовать новые места и заново открывать старые. А еще это заставило меня гораздо больше смотреть вверх, на небо и на ветви и стволы деревьев. Это увлечение птицами будто добавило в мою жизнь еще одну дименсию, буквально расширив мой мир, и я до сих пор не могу этому нарадоваться. А эта осень стала для меня еще ярче благодаря птицам, хоть теперь и приходится разрываться между поиском грибов и птицами, которые, как оказалось, осенью меняются, и к нам прилетают виды, которых я не встречала весной и летом. С тех пор, как осень перестала ассоциироваться с началом учебного года, читай с адом, это время года стало для меня не просто любимым. Я нахожу его абсолютно магическим в адекватном смысле этого слова, когда я чувствую большой прилив энергии, вдохновения и идей. Мы проводили много косяков летающих птиц, застали оставшихся и прибывших птиц в золотых лесах, и в них же пропадали в поисках грибов, в которых с каждым годом я разбираюсь все лучше. И как же я люблю все эти поводы, заставляющие возвращаться в леса снова и снова. Я не знаю ничего более красивого и наполняющего. Для меня осень ощущается началом прохладного свежего воздуха, началом солнечных дней с таким уже нежным солнцем, запахов лесных грибов, уютных вечеров, ягод и нереальной красоты осенних пейзажей. А еще началом ожидания первого снега и хрустящего морозного воздуха. Но в этом году это ожидание действительно затянулось. Этой зимой в попытках застать зимний лес и в поиске снегирей мы открыли для себя этот лес, который, в отличие от остальных лесов, был к нам ближе всех, всего 20 минут на машине, но он абсолютно не уступал по красоте и разнообразию более далеким и диким. Именно там я встретила своих первых снегирей. Как-то так вышло, что за всю жизнь я их совсем не встречала. Помню только один случай, как-то совсем мельком. За эту зиму у меня так и не получилось поймать близких кадров с ними, но те мои самые первые кадры все равно очень нравятся по композиции, да и имеют особую для меня ценность. Снежная зима была редкой и обрывистой этой зимой, но я старалась использовать все возможности насладиться ею и, конечно же, искала птиц в зимних пейзажах. Однако не могу сказать, что сильно успешно. Кроме того, как я уже упомянула, эта осень и зима открыли мне, что птицы в этот период меняются, и у меня был новый запал найти всех, кто не встречался мне весной и летом. Всех, конечно, не получилось, но пищухи, поползни, хохлатые синицы встречались мне довольно часто. А вот кадров с неуловимым желтоголовым корольком мне сделать так и не удалось. А у меня это одна из самых любимых птичек. И вот уже под самый конец зимы, в середине февраля, пришли резкие сильные морозы, и мы отправились на озеро, чтобы провести время в окружении любимого леса. Конечно же, чтобы покататься на коньках, тряхнуть, так сказать, стариной и вспомнить все, что было когда-то выучено. А через неделю нас ждало то самое долгожданное событие. Так прошли ровно 4 года от дня, когда нас очаровала атмосфера хижины в лесу, до дня, когда в последний день зимы и по совместительству в день моего рождения мы получили ключи от нашей собственной хижины в лесу, прямо на пороге весны. Я сейчас посреди темного леса, а это наш cabin in the woods.
И несмотря на то, что за все эти 4 года мы много раз почти сбивались с пути, все само собой происходило так, что в итоге привело нас к этому дню и изначальному желанию. Если бы я верила в судьбу, но я в нее не верю, поэтому я просто радуюсь тому, как все совпадения и события выстроились в такую красивую закономерность. И где-то здесь началась новая для нас глава, и теперь мы будем привыкать к мысли и осознанию, что эта хижина в глубине глухого леса отныне реальная часть нашей жизни. И я жду с нетерпением все эти новые знания, кадры и впечатления, что это место нам принесет. И, конечно, я буду всем этим делиться. И я приглашаю разделить этот путь и историю вместе со мной.